Жизнь женщин в Северной Корее. От жестких ограничений до мечты о свободе. Северная Корея – одна из самых закрытых и изолированных стран мира, где каждый шаг граждан контролируется государством. Этот тоталитарный режим накладывает тяжелый отпечаток на жизнь людей, а особенно на женщин, которые сталкиваются с множеством ограничений и запретов. Обычные аспекты жизни, которые для граждан других стран кажутся привычными и нормальными, здесь воспринимаются как недоступные мечты. В этой статье мы рассмотрим, каковы реалии жизни женщин в Северной Корее и какие аспекты их существования вызывают наибольшее удивление. Условия тотального контроля. Северные корейцы живут в условиях тотального контроля. При этом женщинам запрещено иметь доступ к информации о том, как живут остальные люди в мире. Все это делает их быт неожиданным. Для них повседневная жизнь кажется нормальной, хотя на самом деле они лишены многих привычных для нас вещей и удобств. Это обстоятельство формирует у них искаженное восприятие реальности. Следуя установленным стандартам, они даже не осознают, насколько жестокими могут быть ограничения, которые на них накладываются, создавая иллюзию, что их жизнь единственно возможная. Модная одежда. В Северной Корее существует строгий дресс-код, который регулирует, во что одеваются граждане, включая женщин. По официальным стандартам все должны носить унифицированную одежду, согласованную правительством. Западные бренды и любые модные вещи исключены из этой системы, и все жители страны обязаны выглядеть одинаково, что исключает любую возможность выделяться из толпы. Привычные для нас джинсы, короткие юбки, легкие платья и другие современные наряды считаются капиталистическими и неприемлемыми. Женщины в Северной Корее вынуждены ограничиваться строгими и скромными нарядом, с использованием национальных костюмов или униформы, соответствующей государственным стандартам. Например, юбка должна быть ниже колена, а декольте и другие вызывающие элементы строго запрещены. Даже при большом желании выглядеть иначе, женщинам практически невозможно приобрести что-то из модной одежды, так как это не только нелегально, но и небезопасно. Это создает у них чувство безысходности и ограниченности, ведь даже простое желание красиво одеться становится настоящим преступлением. Прически на выбор. Государство регулирует не только одежду, но и внешний вид людей, включая прически. Исходя из идеологии, правительство решает за женщин, какие стрижки допустимы, а какие нет. За неправильную прическу в Северной Корее могут наказать даже уголовно. Женщины могут выбрать стрижку только из небольшого списка, который официально одобрен правительством. В этом списке всего лишь около 15 причесок, и примеры из них висят в каждой парикмахерской. Прически как боб, пикси и каскадная стрижка – это все, что им разрешено. Окрашивание волос, особенно в яркие цвета, также строго запрещено. Женщинам предписывается использовать только черные краски для скрытия седины. Это создает дополнительные трудности. У них нет возможности выразить свою индивидуальность через прическу. Они обязаны придерживаться строгих норм. Можно только представить себе, как тяжело им осознавать, что их внешность и стиль полностью контролируются. Средства личной гигиены. Ситуация с доступностью товаров в Северной Корее также крайне сложна. Из-за острого дефицита товаров, вызванного значительными ограничениями на импорт и отсутствием производства, обычные женщины страдают от нехватки даже самых базовых средств личной гигиены, таких как прокладки и тампоны. В 21 веке, когда у большинства стран есть доступ к таким товарам, в Северной Корее это кажется настоящим абсурдом. Кореянки вынуждены использовать тканевые салфетки, как это было сотни лет назад, или самодельные средства, что не только неудобно, но и потенциально небезопасно для здоровья. Отсутствие простейших гигиенических средств создает опасность заболеваний и ухудшает общее состояние здоровья женщин. Возможность быть домохозяйкой. В Северной Корее каждый гражданин обязан трудиться на благо страны и быть официально трудоустроенным.
Это означает, что женщины не могут выбирать роль домохозяйки, как во многих других странах, где они могут полагаться на своих мужей в финансовом плане. Вопреки своим желаниям и внутреннему призванию, многие женщины совмещают требования работы и заботы о семье, что часто становится источником стресса и недовольства. Так им приходится жертвовать своими амбициями ради семьи и общества. Они не могут позволить себе быть домохозяйками, они обязаны работать, даже если это противоречит их жизненным планам и желаниям. Брак с иностранцем в условиях, когда Северная Корея является закрытой страной, с трудом возможно не только въехать, но и выехать за пределы государства. Это ограничение означает, что кореянки не могут выйти замуж за иностранцев, даже если у них есть такое желание. Брак с гражданами других стран строго запрещен. И даже простое общение с иностранцами подвергается жесткому контролю со стороны властей. Эта политика лишает женщин не только свободы выбора партнера, но также возможности создать семью с теми, кого они по-настоящему любят. Дополнительно стоит отметить, что родители также играют большую роль в выборе партнера для своих дочерей. Давление со стороны семьи по этому вопросу часто оказывается слишком великим. Многие женщины оказываются в ситуации, когда они должны соглашаться на брак с тем, кого выбрала не их любовь, а семья или общество. В некоторых случаях молодые женщины идут даже на брак по расчету, что позволяет им улучшить уровень жизни и получить доступ к выгодам, которые они не могут достичь самостоятельно. Посещение салонов красоты. Несмотря на то, что в Северной Корее существуют салоны красоты, стоит отметить, что они не соответствуют привычным стандартам. Они скорее представляют собой обычные парикмахерские, где ограниченный выбор стрижек определяется государственными нормами. Как уже упоминалось, на последних прическах все сводится к ограниченному выбору, и возможность выделиться среди других женщинам фактически отрезана. Только жены высокопоставленных чиновников могут посещать свои закрытые салоны, где им разрешено немного больше. Однако цена таких услуг высока, что делает недоступным для обычных женщин получение качественных услуг ухода. Даже несмотря на желание просто привести себя в порядок, большинство женщин не могут воспользоваться такими возможностями. Средства контрацепции и планирование семьи. Доступ к современным средствам контрацепции в Северной Корее крайне ограничен. Государственная идеология настаивает на сохранении традиционных семейных ценностей, что приводит к необходимости повышать рождаемость. В результате обычные женщины не имеют возможности выбора, когда и сколько детей им рожать. Современные контрацептивы, которые широко доступны в других странах, в Северной Корее практически отсутствуют. Они доступны лишь избранным, приближенным к власти. Это создает жесткие условия для женщин, и они приходят к выводу, что их репродуктивные права полностью игнорируются. Свобода выражать свой стиль и индивидуальность. В Северной Корее отсутствует право на самовыражение в формах, доступных в большинстве цивилизованных стран. Женщины лишены возможности носить украшения, которые считаются буржуазными, или экспериментировать с макияжем и прическами. Даже использование ярких помад или теней может квалифицироваться как нарушение правил социальной нормы. Бдительные сограждане готовы сообщить властям, если увидят женщину, нарушающую социальные стандарты. Как государство, так и общество строго контролируют соблюдение этих норм, и за любые отступления могут последовать последствия. Но самым интересным в этой ситуации является то, что многие северокорейские женщины не знают, что жизнь может быть другой, так как они полностью оторваны от остального цивилизованного мира. Они воспринимают свою действительность как норму и зачастую чувствуют удовлетворение тем, что имеют, несмотря на всю жестокость условий, которых они подвергаются. Это иллюстрирует, насколько мощно может быть воздействие изоляции и пропаганды, и создает картину, в которой надежда на изменения становится все более призрачной.